Калимера, друзья! Доброе утро! Наша мечта сбылась. Мы на этом сказочном, прекрасном острове, о котором ходит столько легенд. Одна мысль о том, что здесь затерянная Атлантида, уже покоя не дает. Это огромный выпуск. Здесь мы будем целых 7 дней и 3 разных локации. Это самые основные Фира. Второе – это Ия, пляж с вулканическим черным песком, Камари. И начнем мы с Фиры. Это будет у нас первая локация, прекраснейший отель Селестия Гранд. Сейчас я сделаю быстренько его обзор и начинаем наше увлекательное путешествие. Друзья, пошлите со мной, сейчас я вам кое-что покажу. И не говорите то, что я вам не рассказывал, не показывал. Селестия Гранд, запомните это, запишите где-нибудь. Это фантастические виллы. Сейчас вы сами все поймете, смотрите. Вот этот вот белый милый заборчик, это вход в наши виллы. Вот получается, мы заходим, спускаемся вниз. Внизу у нас здесь большой бассейн. Получается, здесь мы будем завтракать, или, как Диган бы сказал, чилить на расслабоне. Вот. Вот такое вот милое, уютное гнездышко. Здесь у нас шезлонги стоят. Но мы на них, наверное, не будем лежать, потому что мы любим активный отдых. Итак, перемещаемся мы вовнутрь. Здесь светлая спальня. Потом у нас джакузи. И самое главное, это огромный гардероб, где мы разместили свои большие чемоданы. Поднимемся на второй этаж, у нас там большая гостиная. И там же еще один санузел и шикарный балкон с прекрасным видом на море. Решили мы отправиться пешком 2,5 километра, прогуляться от отеля до центра Фиры. Но мы по традиции пробуем пиво. И сегодня у нас что там за пиво? Местное пиво, вулканическое. Вулкан. Какой-то вулкан. То есть мы, получается, опять у нас с тобой каламбурчик. Помнишь? Это был... Нам даже, видишь, да. уже салатики несут. На вулкане вулканическое пиво. Вау, как быстро. Грек-салат. Греческий салат. И Санторини. салат. Супер, очень вкусно выглядит. Выглядит аппетитно. Саньки. Давай. Спасибо. Ямас. 30 евро за 2 салата и за 2 пива. Все очень вкусно. Салат Санторини — это просто открытие. Но мы же двигаемся дальше. Друзья, день второй. Мы приехали на Фиру опять. Градус эмоциональный вообще не понижается. Эмоции зашкаливают. Очень красиво здесь. Сейчас запущу здесь дрон. Моя мечта сбудется. Но надо здесь, конечно, предельно аккуратно летать, потому что здесь очень много препятствий. И пойдем делать фотографии красивые и показывать, соответственно, вам красивые места. И ставить точки на карте, отмечать их. Запах от осликов, конечно. Так, бедные ослики. Я, кстати, вот не хочу кататься на осликах. Я против. Это ладно. Короче, спускаемся вниз, хотим посмотреть, что там. Потом поднимемся на фуникулере. Здесь каждая ступенька обозначена. Сейчас посмотрю, сколько здесь всего.
по меткам. Мы идем вниз. Сейчас посмотрим, какая красота. Может быть, мы там посидим, вкусно что-нибудь попьем или покушаем и поднимемся уже обратно наверх на фуникулере. По-моему, 8 евро, но я точно цену укажу здесь. Погнали. Спустились мы наконец вниз к порту Фири. Здесь, смотрите, здесь приносят вот такую вот свежую рыбку. Вот она лежит здесь, сибас. Да, Red Snapper, все свежее, дорадо. Сейчас будем пробовать. Да, вот. Класс. Все, сейчас испробуем. И я вам скажу, какая она на вкус. Ну, она уверена, свежая, она вкусная. И такой у нас прекрасный здесь вид. Друзья, максимально объясняю, но вы не заблудитесь. Здесь спускаешься сразу к порту, проходишь эту арку, и вы видите справа вот эту таверну Сертаки. Называется она. И здесь очень вкусно, красиво. Для любителей мяса здесь тоже есть прям мясо такое на вертеле. И взял за основу я точку. Вчера, помните, мы в кафе были в Кастро. Вот от этой точки до таверны Сертаки ровно километр 200. Все, покушали вкусно, поднимаемся на фуникулере наверх. Очень классное место, полетали. Света, вкусно, понравился тебе сибас? Да, мне Очень вкусный, да? Да. Смотри, какие виды, ладно, не будем отвлекаться, смотреть на виды. Жарко в этом фуникулере. Да, если у вас клаустрофобия, не бойтесь, здесь есть комфортабельные окошки, вот они. Вот здесь окошко. Друзья, пойдемте дальше по этим узким улочкам. Как оказалось, это не Фира, это Фира Стефания, уже другой город мы зашли. Смотрите, какая здесь красота. И вот они, эти колоритные мельницы, очень красивые, которые мы видим на фотографиях. Достопримечательности Санторини. Света, скажи, пожалуйста, твои впечатления от Фира Стефания? Мне очень понравилось, я в восторге. Все, что я и ожидала от Санторини. Белое, серое, море. Кайф, короче. Отправились на обзорные экскурсии на весь день.
Наш гид Эдуард, он фотограф, художник, любезно подарил нам свою книгу «Путеводитель с полезными советами». Его контакты я оставлю в описании. Начинается новое у нас приключение. Поехали по острову на Санторини и поднялись на самую высокую точку на Санторини, 565 метров. Здесь находится гора пророка Илии и мужской монастырь и одна военная часть. Очень красиво. И такие вот виды здесь открываются. Если посмотреть вот с той стороне, где я показываю рукой, там находится как раз пляж с красным песком. И сегодня мы туда тоже поедем, вы его сегодня увидите. Приехали на маяк, остановились здесь. Смотровая площадка, очень красиво. Я буду запускать дрон, соответственно, покажу вам, какие здесь виды. Смотрите, вот сам маяк, и вот здесь Света фотографируется. Нас фотографирует он и гид Эдуард, прекрасный фотограф и художник. И вот, ребята, where are you from? France. France. Вот такое чучело охраняет здесь, получается, помидорки санторинские, смотрите. Вот они растут. Вот она помидорка, сейчас мы ее попробуем. Прямо с огорода. Надеюсь, их ничем не опрыскивали. Очень вкусно. Очень. Нам бы такие в Москве, это было бы вообще счастье. Такие милые ослики здесь на Санторини мне прям, знаете, напоминает, как на Сейшелах гигантские черепахи. У них там фишка, как бы визитная карточка, а здесь ослики. Правда, здесь ослики такие размером, как кони. Смотрите, какие милые. Приехали на Красный пляж, он очень знаменитый, смотрите, видите, породам получается такого оттенка, даже я бы сказал более бордового. Еще у нас будет черный пляж, там мы будем жить, и возможно съездим на лодочке на белые. Но сейчас я запущу дрон, посмотрим на эту красоту. На пляже очень много народу, но я не советую там лежать купаться, так как вот это вот все может по чуть-чуть обваливаться прямо вам на голову.
Друзья, приехали в Имбарио, деревушка такая классная, здесь крепость, очень узкие улочки. Здесь есть такая церковь, похожая на работу Гауди. И смотрите, такая интересная история здесь получается, видите, виноградная лоза, ее вешают в Санторини, так же, как у нас подковы на счастье. Очень клевая деревня. Друзья, у меня вот к вам вопрос. Смотрите, вот видите дом и такой длинный проем. Пишите в комментариях, как вы думаете, для чего он. Так интересно, жизнь сквозь стены пробивается. Классно. И вот видите, этот дом, нам крупно повезло. Местный житель пригласил нас к себе домой. Просто так. Это никакая не коммерция. Может быть, вы будете гулять, вам тоже повезет. Он будет здесь, пригласит, расскажет, все покажет. Все такое очень старинное, интересное. Нам очень понравилось. Смотрите сами. My grandfather's fridge. Вино, water, It was fridge, yeah. freeze. You would put in the ice. Холодильник. Here, there was water, there was camera, and here you would put in. Холодильник. That's a fridge. You would put all the stuff here, the ice here, and the water. Это очень круто. Yeah, that's the cold water. Now this, my brother found in the street this one. He picked it, he put it home, he polished it. The only thing was missing was this, and we found one and we went. Now come. This is where the ice was coming. This is where the water was, and that was where you were putting the stuff. Зашли рядом с крепостью в старинный дом. Сейчас покажу, как здесь, где здесь топтали виноград. Здесь до сих пор стоит такая температура как раз для вина. И вот здесь вот темно очень, да? Здесь вот топтали виноград, делали. Очень прикольно. Приехали в сердце Санторини загадывать желание. Здесь невероятная красота, но очень крутой спуск. Сейчас покажу вам зайчика, мордашку. А вот и, собственно, само сердце Санторини, только оно немножечко нижайшее, смотрите. Похоже? Загадываем желание. Вот такой шикарно нас в Селесте Гранд встретил Ника. Очень дружелюбный. Все здесь нам понравилось. Рекомендую этот отель. Отель супер. Я слышал, конечно, то, что греки очень сильные, но это прям какой-то новый уровень. Геракл. Ну что, друзья, вот мы приехали в Иосфиры, заселились в отель. И сейчас я вам покажу, смотрите, вот эта мельница, которую вы видите на фотографиях в интернете. Знаменитая мельница, она рядом с нашим номером. Называется наш отель Фонари.
Сейчас я вам покажу наше уютное гнездышко. Пойдемте. Вот такой вот наш номер. В деревенском стиле. Старинные часы, прям все как мы любим. Очень классно. Комплимент, винчик красненький нам. Вечером мы его зажжем, вот эту свечу, выпьем. Такие занавески, кстати, я здесь обратил внимание. Смотрите. Старая лампа. Ну прям вообще все вообще супер-супер. Все, начинаем наше приключение в Ии. Гуляем по Ия первый день, наслаждаемся. Людей, кажется, намного больше, но, наверное, потому что он сам меньше. Сейчас я вам покажу обратную сторону. Вы видели, когда мы были на Фира, а сейчас наоборот. Мы на Ия и смотрим на Фиру. Вот, посмотрите. Фира Стефания. Какая Света красивая у тебя, прям солнце тебе кожу так нежно ласкает. И уже золотистый загар. То, что говорят, вы очередь за фотографией стоят, это правда. Такого в Фире вообще не было. В Фире спокойно, только на закате набегают. Смотрите. Что ж там такого, то, что здесь стоит очередь, сейчас посмотрим. А, вот она. Достопримечательность, которая тоже на фотографии в интернете, видите? Вот она, получается, церковь с синими куполами. Очень красиво, да, утром будет рассвет. Он будет освещать здесь все, да, и людей не будет. Не будет такой очереди за фотографией. Да, в Фире не было столько людей. Здесь, видимо, самые топовые локации. Лайфхак парням. Вы представляете, вот отстоять очередь за фотографией и сделать своей девушке фотографии, которые ей не понравятся, это чревато, запомните. Тогда и как раз вот эта вот та самая синяя церковь с синими куполами, возле которой плакала эмоционально Ольга Бузова от счастья, то, что она наконец это увидела вживую. Какой сильный ветер, поднимаемся. Короче, здесь такой подъем, запоминайте. На Фире подъем 588 ступенек. И там есть на подъем, есть фуникулер. Здесь нет только ослики. Опять же, повторяю, осликов я против эксплуатировать, так как нет нужды. Если бы это касалось жизни человека, необходимости, то да, тут нет. Ладно, не важно. Здесь 218 крутых ступенек. Сейчас у нас идет время на то, чтобы успеть на закат в нашем отеле, потому что у нас вон там мельница, сейчас я покажу. О, там мельница, короче, которая самая популярная на фотографиях, которая только есть в интернете с этого острова Санторини, именно города Ии. Осталось полчаса, время 8 часов. Ребята, пишите в комментариях, успеем или нет. Сейчас будут бомбические фотки и видео заката. Вот та мельница. Вот такой, короче, здесь движ нереальный на закат. Выя. Капец, сколько народу, ребята. Фиры вообще не сравнится. Посмотрите, сколько их здесь. И все стоят, чтобы посмотреть закат. Мы идем, короче, в наш отель. Хорошо, что у нас такого движа там нет. Ребята, закат, короче, будет бомбический.
Друзья, ровно 8 часов, и с утра уже люди стоят, фоткаются в очереди локации. Я не буду отмечать фотографии, потому что их здесь триллион. Фоткайтесь там, где люди стоят, ничего не изобретайте, потому что уже все до нас сделано, сделал за нас Инстаграм. Здесь реально везде шикарнейшие локации. Ну что, друзья, резюмируем. 3 дня на И просто фантастические. Это одна сплошная фотолокация. Да, здесь много людей, но вы видели из дрона сверху. Но это вообще ни капельки не напрягает. Поэтому все супер. И хочу сказать вам по поводу 2 самых главных. Это мельница, возле которой мы жили, локация фото. И получается вот этот вот синий храм, он даже популярнее всех. Здесь очереди прям с 6 утра начинается. В общем, ладно, мы едем на пляж Камари с черным вулканическим песком. Друзья, и чтобы сделать вот такую фотографию, вам нужно подняться на эту крепость. Она, в принципе, самовидовая, как раз на эти 2 основных стороны. И очень красиво здесь, уже когда фонарики зажигаются вечером. Здесь же сделал такие фотографии ночные. Очень красиво, но небо я заменил. Это мои фотографии неба звездного Сейшел, так как яркий свет от фонариков и, видимо, пересвечено небо и звезд не видно. Друзья, напишем отзыв на фонаре отеля. Смотрите, какая здесь крутая книга отзывов. Сейчас мы отставим свой отзыв. Так, найдем сейчас чистую страничку и напишем. Это прекрасный отель. Спасибо этому отелю. Отзыв написали. Приезжайте в этот отель, останавливайтесь. Я рекомендую. Мой рекомендацион. Друзья, отправляемся на Камари-Бич, но оттуда же мы будем путешествовать на вулкан еще, в деревню Пиргас, бывшая столица Фиры, и на скалу Скарос. Пришло время наконец показать вам пляжный отдых в Санторини. Мы приехали в отель, называется он Коста Гранд. Вот наш номер комнаты 128. И, соответственно, сама комната, довольно-таки так просторный холл. Долго мы здесь не будем рассматривать, так и так все понятно. И вот наша спальня. Здесь получается душ и балкончик с выходом, бассейн и море. И, конечно же, черный песочек. Друзья, мы приехали, мы на Камари-Бич. Находится он на восточной стороне острова. Сейчас мы вот первый день здесь ходим, ищем кафе, где нам покушать вкусно. Здесь одна сплошная длинная улица, соответственно, параллельно ей пляж. Очень много кафе, даже не знаем, какое выбрать. Но сейчас вы увидите, и мы вкусно покушаем. Довольно-таки длинная улочка, вот эта, которая идет параллельно пляжам. И уже так жарко, далеко не стали идти. Очень большой выбор. Выбрали вот кафе. Здесь вот внизу название его.
Цены, кстати, здесь где-то евро на 3-4 дешевле, чем в Ие и Фире. Взяли пиво новое, вот попробовать, называется, если я правильно читаю, ну тоже греческое, мамоя. И смотрите, в чем прикол. Может быть, вы меня поймете, кто-то помнит. Эта бутылка, смотрите, это чебурашка. В детстве мы называли их, сдавали. Я таких бутылок уже давно не видел. Пиво очень похоже на Альфа, тоже греческое, которое мы пили первое на Крите. Вот. И заказали салат. Мясо будем кушать, я вам сейчас все покажу. Мама готовит вкусно, очень вкусно. Подтверждаю, очень вкусно. Если не расслышали, он сказал, мама готовит вкусно. Реально, очень вкусно. Немного мяса мне вот перетомили. Сейчас все вот пришли в отель. Чуть отдохнем после трансфера. И будет у нас вечерняя прогулка, изучение этого побережья. Смотрите дальше, не переключайте. Вышли на вечернюю прогулку, и хочу сказать, здесь все очень кафешечки достойные. Кстати, заметили, что здесь русскоговорящих очень мало, очень-очень мало. Друзья, с добрым утром! Калимера, Калимера! Вы видели этот шикарнейший рассвет? Мы проснулись, первый день мы в отеле. Лучики тепла солнечные ласкают кожу. Все хорошо. Хотел бы сказать, да, почему мы не купаемся. Мы очень сильные мерзляки. Но люди купаются, сгорают, все хорошо здесь. Здесь много бассейнов, если с детьми, тоже классно. Вот сейчас пойдем на завтрак. И хотел сказать по поводу дрона. Не буду запускать, так как здесь бесполетная зона. Летают самолеты, и это небезопасно. Смотрите, как они низко летят. Видели? Так-то уж не будем запускать. И хочу сказать, резюмировать за день, проведенный здесь, то, что здесь очень-очень крутые, прикольные кафешки интересные. И все очень вкусно. Просто отдохнуть на расслабоне, релакс, здесь просто кайф. Поэтому это стоит того. И также можно ездить отсюда в Фиру, в Ию, и цены здесь дешевле. Наше приключение продолжается. Мы приехали в деревню Пиргос. Это бывшая столица Санторини. Сейчас, соответственно, Фира. И сейчас покажем вам каждый закоулочек этой прекрасной деревни. Вперед, 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 вперед! Ребята, как мы любим такие всякие деревушки интересные. Вот такой вот здесь хендмейд. И вот получается, помните, я вам говорил, из лозы такой венок, как подкова у нас на счастье. Мы бы с удовольствием на дачу бы такой забрали, но он, конечно, здоровый. Если маленький найдем, обязательно такой возьмем, очень прикольно.
Короче, ребята, это лавка такая прикольная, здесь все ручной работы, handmade. Мы узнали, эта лоза не продается. И вообще сказали, то, что с лозой вряд ли выпустят, тем более с такой большой, потому что как достопримечательность, достояние Санторини, то же самое, когда ракушки нельзя вывозить. Но хозяйка нам сказала то, что может отправить на адрес нам в Москву, потом это очень круто, если у нас это получится, потому что мы прям влюблены, и вообще эта идея с лозой очень крутая. Смотрите, как здесь все со вкусом, и здесь так все классно, все арт, такая ручная работа, все сделано с любовью, видно, очень классно. Все, у нас привал, сели в кафешку, Пенелопес называется. Рядом с храмом, вот он, я так понял, это самая достопримечательность в этом городе, в бывшей столице. Получается, вон, видите? На всякий случай, чтобы вы не заблудились, если вам понравилось кафе, где мы сидели с прекрасными видами, то оно находится вот, прям получается в этом храме. И да, интересно, первый раз только вижу. Это я на Бали часто, если кто был, там не то что часто, там в каждом доме свой вот этот вот храмчик такой. И представляете, здесь тоже такое есть. Прикольно. Как же здесь красиво, я слышу, кто-то поет так. Слышите? Давайте посмотрим, кто это. Как, друзья, вам понравилась музыка? Музыка, по нашему мнению, шикарная. Голос играет на лире. Купили у него 2 диска, сфотографировались, вот она фотография. И он сказал, можно использовать как без авторских прав на ютубе. Все, двигаемся дальше. Подкрепились, друзья, покушали, скушали по салатику санторинскому. Это вообще у нас в топе он теперь, санторинский салат. И я выпил бутылку Red Dunkin', а Света выпила минералку. И мы пойдем, моя мечта сбудется. Я еще хотел до отъезда сюда попасть на эту скалу. Называется она скала Скарос, и там сложный спуск, сложный подъем, но нас это не пугает, мы это любим, приключения. 2,5 километра от этой точки, получается, от Мама Фира до скалы Скарос. И вот этот район, кстати, это называется Фиро Стефания. Вот туда мы пойдем и запустим, да.
Ну что, друзья, мы почти пришли, осталось спуститься нам вот туда. Смотрите, какая красота. Вот на этот камушек нам нужно подняться, на эту скалу. GoPro садится, батареи вот спускались. Смотрите, вот она, эта порода вулканическая. Это вообще нереально. Это так круто, друзья. Представляете, это просто, ну, вулкан. Чтобы было понятно масштабы происшествий и вообще, что здесь происходило после вулкана и землетрясений. Посмотрите, вот получается эти вот скалы. Вот дома. То есть это все дома. Здесь ступеньки, это все дома были. И здесь когда-то жили люди. Вот такое происходит в жизни. Друзья, короче, рекомендовать, не рекомендовать, не знаю вам. Такой подъем. Он очень крутой, на самом деле, очень опасный. Чтобы вы понимали, что вам придется пройти здесь. Ой, такой вот подъемчик. Вот сюда нужно было залезть. Ну, короче, я не стал залазить. Просто сейчас поднимем дрон и посмотрим сверху, как это все выглядит. Погнали. Прекрасное завершение дня. Пробуем опять гирос, попытка номер 2. Взяли на этот раз поменьше, потому что в тот раз не доели. Надеюсь, будет вкусный. Я вам об этом обязательно сообщу. А пока приятного аппетита. Сели на завтрак возле моришка, ласкает теплый ветерок, вообще кайф. На завтрак мы всегда кушаем яишенку. Смотрите, не знаю, много это или мало, но я еще возьму десерт. Потому что мы себе сказали, то, что на отдыхе мы едим столько, сколько хотим, и не запрещаем себе. А приедем, там уже будем заниматься спортом и худеть. В общем, приятного аппетита. Мы кушаем и любуемся морем. Итак, возвращаемся к истории о лозе виноградной. В итоге в Пиргасе вчера нам ее подарили в кафе. Вот так вот. Видите, когда что-то ваше, оно к вам обязательно придет. Но есть нюанс. Возможно, в самолет нас с ней не пустят. Но, естественно, мы положили в чемодан и посмотрим, как довезем мы или нет. Вы пишите в комментариях, провезли мы или нет, ваше мнение. А в следующем выпуске увидите, висит ли она на даче на нашей или нет. А сейчас мы спускаемся опять 588 ступенек в Фире. Спускаемся в порт, чтобы отправиться на действующий вулкан. Подъехали к вулкану, сейчас поднимемся, полетаем. Интересное ощущение, представляете, это вулкан. И когда ты первый раз в такое место приезжаешь, конечно же, эмоции, они зашкаливают. Сейчас посмотрим.
Ну что, друзья, наше путешествие подходит к концу. Хочу подвести итоги. Фира – замечательное, прекрасное место, очень душевное. Ия – это город, до слез меня тронул. Я когда смотрел кадры с дрона на рассвете, я чуть ли не плакал, я вам говорю правда. Камари бич для любителей пляжного отдыха, релакс, вкусные кафешки, все супер, дешевле, чем на Фире или Ия, и с этой точки можно путешествовать по всему острову, учитывая то, что проезд очень дешевый, всего евро 60 с человека. Вот. И в принципе все. Хочу с вами попрощаться, сказать спасибо за то, что досмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии и увидимся в новых выпусках. Пока-пока.